А другой случай, но я не могу его сказать забавным, потому что там все-таки трагедия была. Тут забавным не назову. Но я сейчас расскажу, в чем дело. Это было тоже на Ангаре. Но, наверное, в годах 80-х. Вот, ребята, где-то года 80-е. Отец, у него брат родной, мой дядька, вот они с братом. Поехали рыбачить. Куда-то вот туда, вот, в сторону Рыбного, куда-то туда, в общем. Травы, там были такие, значит, травы, они там ставили сети, значит. Две собаки. Ну, правда, собаки не мои, говорит, Юркины, ну, то есть брата отцовского собаки. Один кобель черный такой, а другая сучонка. Она такая, пугливая, но она очень хитрая, умная собака. Всю работу делала она, он только уже брал, как говорится. Когда уже надо было. Поставили сети, тогда еще веревочные все времена. Рыбачим. Тут Юрка говорит, Саня, сахатый выходит купаться. Он это дело любит. За Иром ныряет там все. Ир. Тропа. Будем караулить. Решили, говорит, добыть мясо. Скараулить сахатого. Собак с собой не возьмешь. Они это дело сделать тебе не дадут. Кобеля, говорит, Юрка привязал, в лодке лежал якорь такой тяжелый. Вот ты привязал его к якорю на поводок, на цепь, ошейник, все привязал. Пожрать его тут дал. Ну, мы ненадолго, мы уйдем до темноты. Ну, сколько мы там? Ну, 3 часа мы пускай пробудем. Может 4. Много 5. Ну, все, не больше. А сучонку привязал, там, значит, когда вот весной эта вода идет, в общем, набивает топляка. Бревна вот эти вот там по берегу. И такой штабель набило вот к этому штабелю. Зачем привязали это? А чтобы они же пойдут за нами. Они нам охотятся, там Сахатова караулить, начнут лаять, он не выйдет. Ну, пошли. Вот мы доходим до этих трав, до этого, где у него выход, собственно говоря, у Сахатова, где его можно ждать. Ждем. Проходит час, 2, 3, начинает смеркаться, темнеет, стемнело, темнотища, ну все, стрелять-то уже не сможет, ничего не видать. Пошли назад, ничего мы, говорит, не добыли, Сахатый не вышел, ладно, говорит, бог с ним, попробовали, не получилось, мы, собственно говоря, не за этим приезжали, но так на всякий случай может быть. Возвращаемся в лагерь, говорит, уже с фонариком, ну и беда. Я вот так бы, вот, допустим, не знал, вот я бы не поверил в эту историю, если кто-то рассказал, но мне отец рассказал, что мне будет врать. Возвращаемся, говорит, видим такую картину. Сучонки нет, кобеля нет. В том месте, где был кобель, на якоре привязан, будем говорить. Вот такими лапами все, говорит, истоптанными медвежьими. Нет ни кобеля, ни якоря, ничего. Он его унес вместе с якорем. Утащил. Сучонка, видя это обстоятельство, забилась туда в штабель, сидела тихо. Когда только уже поняла, что это мы по голосам, только тогда выскочила оттуда. Мы ее отвязали, все. Вот беда. Кобеля унес медведь. Что делать? Ну, ночевать стали. Переночевали, значит, костер, поужинали, все. Утром, ну, уже, ну, сколько, ну, 6-7 утра, вот такое время, светло уж. Я говорю, что-то, а там такое место, берег каменистый, вот это вот. Да, вот берег каменистый и скала возвышается. Скала тянется. Я, говорит, так что-то поворачиваюсь направо. Смотрю, какая-то точка к нам приближается. Но мне не с чем сравнить, я не могу понять размер объекта. Я сижу, Юрка, смотри, говорит, что такое? Сижу, говорит, смотрю. Точка ближе к нам. О, кобель Юркин, которого вчера медведь унес. Прибегает, прихрамывает как-то вот на левую сторону, тут припадает. Раз посидит, раз маленько посидит. Никакого якоря, цепи уже на нем ничего нет. Как он от этого медведя вырвался? Он его вместе со всем этим делом унес. Мы обрадовались, говорит, выжил, ну чудеса. А уж потом вернулись, когда, и вот прошел, наверное, домой-то вернулись, и вот, наверное, месяц, ну вот много, 1,5, вот так.
пошел его кормить. Чашку. А он готовенький лежит в будке. Что-то он ему... А главной крови не было никакой. Что-то он ему где-то сделал, там, придавил. Вот. Вот как вот. Я еще спрашиваю, говорю, слушай, ну а почему он сразу-то его не задавил? Ну вот, видимо, видимо, да, видимо, вот, говорит, такое, они же разные медведи. Бывает, что они же любопытные очень. Ему, может быть, как говорит, ну, может, как ради баловства, что ли, иначе бы он его сразу там задавил, кобеля этого. Вот, пожалуйста. Вот. Они далеко отходили, да, собак, когда они привезли? Далеко, там практически за поворот, там уже будет ничего не слыхать. Да и как, лаять не услышишь.